Народ, здорово! Четвертый опыт. И что изменилось? 3 опыта показали, что воронка закручивается в разные стороны в зависимости от препятствий, либо не закручивается, когда этих препятствий нету. И я нахожусь в городе Уфа, северное полушарие, и то есть сила Кориолиса не работает. И теперь я решил увеличить точность этого опыта. И как? Сами пробки, вот эти нитки, они очень мягкие. И когда ее вынимаешь, то есть создается напряжение и расслабление. И пузырь может улететь вправо, влево, вперед или назад. Я модернизировал и посадил саму пробку на жесткий каркас, то есть на проволоку. Теперь эксперименты будут на проволоке. Степень точности повысилась, и когда я вынимаю пробку, этот пузырь под пробкой и даже малейшее волнение исключается, и степень точности повышается. Первый эксперимент с жесткой проволокой самый простой, и сейчас я вам его покажу. Закручивание воды при сливе. И теперь в Википедии написано. Вот. В известном учебнике по гидродинамике утверждается, что направление вращения зависит от температуры воды. Хотя, возможно, это наблюдение может быть связано с тем, что заполнение ванны горячей и холодной водой происходило через разные краны, что могло приводить к небольшим начальным закручиваниям разного направления.
И вот набор воды закончился, и я рукой останавливаю течение, чтобы скорее его остановить, потому что это течение может и создать воронку. Я исключаю все лишние факторы, которые могут повлиять на эксперимент. В правой раковине оставили в покое, левую наблюдаем по углам. Течение пока еще есть маленькое, еле заметное, но почти, но оно очень слабенькое. В правой раковине есть волнение воды, поэтому еще буду ждать, когда вода полностью остановится. Наблюдаю углы левой раковины. Вода колыхается вверх-вниз, небольшие волны. Вот раковина в 3D сбоку, то есть две раковины, по которым я проверял слив воды. То есть пробка с проволокой, обе пробки с проволокой, для того, чтобы исключить пузырь и его влияние на сток воды. Условия идеальные, ветра в помещении нету. К пробке привязана проволока и смотрим на течение есть или нет. Ждем, когда оно пропадет, для того, чтобы провести эксперимент. Налили воду и ждем, когда она отстоится, для того, чтобы исключить все лишние факторы и все лишние силы, которые могут повлиять на эксперимент, потому что эксперимент проводится в лабораторных условиях. Вот в 3D слив идет в одну трубу, шланг обычный, там ничего нету, раковины тоже обычные, самое обычное помещение, окон нету, есть только дверь. Вот я стою сейчас рядом с дверью и снимаю, вокруг нету окон и нету никакого ветра. Раковины достаточно высокие, даже для того, что если и был бы ветер, они его будут гасить. И объем воды достаточно хороший, больше, чем кулак. Я настраиваю камеру на то, чтобы снимать именно воду. И чтобы заметить в воде даже малейшие колебания. Вода довольно теплая, в теории теперь в новой говорится то, что в теплой воде воронки начинают появляться, а в холодной нет. И давайте сейчас посмотрим. Не холодная вода, а такая теплая. Чуть-чуть теплее комнатной температуры. И есть испарение вверх капель воды, поэтому когда камеру подносишь близко к воде, появляется туман.
но он не сильный. То есть вода стоит, вы видите, что нету никаких течений, нету лишних воздействий. Я специально долго отстаивал. И в тот момент, когда уже понятно, что нету, я начинаю слив. То есть первый опыт самый простой, самый примитивный, просто листья, осенние листья по 4 углам я ставлю. Просто оставляю листья. И если нет течения, эти листья останутся на тех же самых местах. По 4 углам 4 листочка. Это очень удобно. И больше листьев я не стал делать, потому что они могут попасть в водосток и создать воронку, как это было в первом опыте. Но нас ведь интересует сила кориолиса, а не то, что создает листок. И мы это проверяем экспериментально. Мне писали, что я очередной диванный ученый, но вот я вам показываю эксперимент, который я провел. Я доказываю, что я не просто диванный ученый, а я могу подтвердить то, о чем я говорю, и я сейчас это делаю. Я сейчас подтверждаю то, о чем я вам говорил. Поместили листья по 4 углам раковины. Вот часть помещения, стена. Смотрите, сколько хотите. Там потолок наверху отражается. Листья не сильно отклоняются. То есть достаточно увидеть каждый листок. И если он на месте, значит течения нет. Если все 4 листочка по истечении времени остались на тех же местах, это означает то, что никакого течения в раковинах нет. Вот этот листочек сместился, небольшое течение, а также когда сам лист я клал, я немножко его задел и создал такую немножко волну, и она сместила каждый листок, но какой-то листок к углу, а какой-то от угла. Вы это видели, когда я помещал листья. Просто наблюдаю, то есть замечен один лист чуть-чуть отъехал, значит просто смотрю на остальные и жду, когда все листья замрут. Это главное. Тут вот сейчас эксперимент не суть целый час ждать или сколько-то, просто заметить то, что вода никуда не течет, нету никакого течения, которое искусственно создано. Так как в помещении нет ветра, автоматически условия становятся лабораторными и опыт считается довольно точным. И я решаюсь вынуть первую пробку на жесткой проволоке. Левая раковина. Немножко неудачно, пузырь пошел вверх. Первый опыт самый неточный с проволокой, но тем не менее это ценный материал для того, чтобы проверить, существует или нет сила кориолиса. Левая раковина идет в сток. Наблюдаем за листьями. Но нас больше всего интересует сам сток и есть ли там воронка.
Вы можете нажимать замедленные съемки. Слабенькая воронка против часовой была на самом-самом низу. Практически не было, но листья указывают то, что сток был ровным. То есть теплая вода не дает сток. Это вывод по первому водостоку. И второй водосток правая. Правую я рукой останавливал, поэтому там течение было сильное, поэтому я и решил ее позже открыть. То есть один листок уехал все-таки. Было течение, там оставалось, и то, что правую раковину я решил открыть позже, это о многом говорит. То есть вода теплее комнатной, и она испаряет тепло. Эксперимент с теплой водой. Остальные листья не двигаются. Верхние два листа не двигаются. Значит, течение уже практически остановилось или уже полностью остановилось. То есть три листочка не двигаются, один лист мог сдвинуться из-за того, что я его положил неправильно. И он мог отлететь либо от угла или в угол. Но здесь он отлетел в сторону, это следствие течения. То есть вода теплая, камера затуманилась. Специальный эксперимент, потому что написано, что в теплой воде не так же, как в холодной. И я провожу специально в теплой воде эксперимент. Немножко еще жду для того, чтобы быть уверенным, что вода никуда не движется и вода полностью статична. Для более точного эксперимента, чтобы повысить степень точности. Листок. Беру листок дополнительно. Кладу еще раз в угол, так как может быть прям в углу там какое-то течение осталось, которое еще не погасилось, и какая-то волна там еще могла остаться. То я прям в угол кладу листок. Говорю, когда кладешь листок, он немного волну создает небольшую, очень слабенькую, и этот листок сам может немножко отодвинуть. Если будете проводить эксперимент, чтобы вы знали, здесь листья, верхний лист из-за течения отодвинулся, а так ни один лист из-за никакой воронки не закрутился. То есть они ровно шли. Так, теперь проверяю углы, и есть ли течение. Смотрите на воду, наблюдайте. Листок, тень, вода. По листу, который уплыл, легко наблюдать, есть ли течение или нет. Но, по-моему, все очевидно, нет тут никакого течения. И ждать бессмысленно. На всякий случай, чтобы вы уж точно поверили мне, я провожу, хотя и съемка это хоть и не в прямом эфире, но я провожу нон-стоп. И такой съемки еще не было. Вот эти все опыты, которые я выкладывал, до меня их еще никто не делал, хотя они очень простые, просто сообразил и сделал. И я для себя это проверил. Это реально очень интересно. И я захотел этим поделиться с вами, потому что это одно из открытий. Так, и теперь я решаюсь вынуть пробку. Самое сложное ее вынуть ровно вверх. В этом и цель, чтобы пузыря не было. Это будет идеальный эксперимент.
вынуть пробку ровно вверх, вертикально. И больше ничего, так как пробка жесткая, это сделать проще и возможно. На мягкой пробке такое невозможно. Пузырь ходит и во все стороны. Все, идеально вынул, поставил пробку. Так, теперь идет слив. Наблюдаем за сливом и за воронкой. Наблюдаем, смотрим. Я навел объектив. Вода теплая специально, так как написано, что теплая вода не так, как холодная. И что мы наблюдаем? Не было никакой воронки. Потрясающе. Бонусом еще один опыт, так как их много. 4-й и 5-й опыт я решил совместить. Я уже налил и подождал, и закинул листья. Опытов я проводил много, и чтобы не показывать вот этот весь нон-стоп, сейчас еще один опыт сразу. Листья по бокам, листья остановлены. По тени вниз можете смотреть объем воды, сами понимаете, он тут хороший такой. Она сливает долго. Эта раковина довольно большая, поэтому воды помещается много. То есть порванные листья, вы видите, я по объему раскидал. И это только верхние листья еле-еле движутся из-за того, что я камерой вожу и дышу. В принципе, я почти не дышал, я задерживал дыхание, когда снимал вблизи воды. А вот сам объем, сама вода, видно, что никуда не движется. Пробка на твердой проволоке, и я ее вынимаю. Доказал, что вода не движется, и теперь поднимаю, стараюсь идеально вверх, навожу фокус и поднимаю. Она так дрожит. Но я достаточно сильный для того, чтобы ее ровно вынуть. Вынул идеально, даже без капли и без пузыря. Вот идеальный эксперимент. Листья из центра уже попадали в сток. Практически ни в какую сторону не закрутилось, можете пересмотреть видео. Были попытки закрутиться, но в конце практически ровно упала вода. Теперь вот эксперимент с холодной водой. Первый был с теплой, теперь с холодной. Я налил, я не показывал, как я налил, подождал, ушел, потом через полчаса пришел, проверил, еще ушел, пока полностью вода не остановилась, где-то минут 40 или может быть час, вот, примерно час я выжидал. Теперь вынимаем пробку. Это самое сложное. Вертикально вынуть пробку, чтобы не образовался пузырь. С пробкой на проволоке это делается просто. С пробкой с ниткой это невозможно, так как пузырь легче пробки. И теперь наводим фокус.
И смотрим, в какую же сторону вращается сток воды. Маленькие листья уже ушли в сток. Так, идет против часовой. Большое вращение. Но не все вращаются, в основном ушло прямо. На основании этих наблюдений сделаем вывод. Первый раз я налил горячую воду, и сток прошел прямо, потом немного закрутился против часовой. Сам водоворот был очень незначительный, и большая часть даже вообще не крутилась, вода просто сошла, вы можете посмотреть по углам или на повторе. Второй раз было с холодной водой, и произошло вот то же самое, один в один. То есть воды было много, стало мало, чуть-чуть на сливе она слегка закрутилась, то по часовой, то против, так же как с горячей. То есть температура воды не влияет на слив, температура воды не влияет на воронку. И то есть в теории, в Википедии опять было сказано, что она может влиять. Была такая гипотеза, но она не подтвердилась. Нажимаем палец вверх, просматриваем видео до конца, нажимаем подписаться, нажимаем колокольчик.